Знаете, когда мы говорим о политических кампаниях, в голову сразу приходят знакомые образы: шумные митинги, броские лозунги, острые дебаты по телевизору. Но за всей этой, скажем так, витриной скрывается совершенно другой мир. Мир, где правят данные, холодная стратегия и очень точные расчеты. Так вот, все, что мы обычно видим, это по сути лишь верхушка айсберга. А сегодня мы с вами заглянем за кулисы в самое сердце этого процесса и разберем тот самый скрытый сценарий, который на самом деле и решает исход современных выборов. Наш разбор будет состоять из 4 больших глав. Сначала мы выясним, как штабы буквально пытаются залезть в голову избирателям, потом посмотрим, как эти знания превращаются в реальные голоса, дальше, как компании выживают в информационных войнах, и в конце поговорим о тех самых людях, которые дергают за ниточки. Ну что ж, поехали. Глава 1. Нужно понимать, что ни одна серьезная современная кампания не начинается с озарения или интуиции. Все начинается с глубокого, дотошного исследования. Давайте же разберемся, как именно они читают мысли электората. И вот тут-то и кроется самое интересное — фундаментальная разница между что и почему. Крупные опросы на 1000 человек отвечают на вопрос «что?», например, какой рейтинг у кандидата. А вот маленькие фокус-группы, где всего 8-12 человек просто сидят и общаются, отвечают на вопрос «почему?». Именно там, в живом разговоре, всплывают все скрытые страхи, надежды и мотивы. А вот это просто гениальный пример из реальной фокус-группы. Посмотрите, какая логика. Люди говорят: да, кандидат молодой, неопытный, это минус. Но тут же, в этой же фразе, они сами подсказывают решение. А вот если рядом будут опытные советники, то это уже плюс. Для штаба это же просто золотая жила. Они теперь точно знают, как в рекламе подать этот, казалось бы, недостаток. И вот, когда мы видим в вопросе какое-то число, всегда нужно смотреть на этот значок «погрешность». Что он означает? А то, что даже если опрос 1000 человек показал рейтинг 50%, реальный результат на самом деле находится где-то в диапазоне от 47 до 53%. И это не ошибка социологов, нет, это просто закон статистики. Но и это еще не все подводные камни. Есть и другие скрытые искажения. Например, если звонить людям днем, кто, скорее всего, ответит? Правильно, те, кто дома, часто это пенсионеры. А работающая молодежь просто не возьмет трубку. Или бывает, что сторонники одного кандидата прямо горят желанием высказаться, а другие нет. Ну и, конечно, классика. Люди просто стесняются говорить, что поддерживают какого-то скандального кандидата. Все это вместе может очень сильно исказить итоговую картину. Окей, с данными разобрались. Но ведь сами по себе цифры и цитаты голосов не приносят. Как их превратить в победу? Об этом наша вторая часть. И тут перед каждым штабом встает просто-таки стратегическая дилемма. Куда направить ограниченные ресурсы? Деньги, время, людей? Пытаться уговорить своих сторонников, которые ленятся идти на участки, или биться за тех, кто голосует всегда, но пока за конкурента? Ответ, кстати, совсем не очевиден. Давайте просто посмотрим на цифры, тут все становится на свои места. Вот смотрите, молодежь. Поддержка кандидата аж 75%, просто мечта. Но на выборы из них ходят только 40%. И что в итоге? Из 100 таких избирателей кандидат получает 30 голосов. А теперь смотрим на пожилых. Тут картина зеркальная. Поддержка всего 25%, но зато явка целых 75%. И они приносят кандидату 19 голосов. Какая отсюда мораль? Да очень простая. Высокий рейтинг не стоит ровным счетом ничего, если эти люди сидят дома. Явка — вот что решает все. Теперь давайте о деньгах. Эффективность — это же не про то, сколько людей увидит рекламу, а про то, сколько стоит один реальный голос. Можно вложить кучу денег в рекламу на Фейсбуке, получить миллионы просмотров, но в пересчете каждый голос обойдется в $100. А можно нанять агитаторов, которые будут ходить от двери к двери. Это долго, муторно, но стоимость голоса может упасть до $5. Важны не красивые цифры охвата, а реальная цена одного избирателя. А теперь переходим, скажем так, к темной стороне политики, к третьей части, к настоящей политической войне. Здесь ставки максимальные, и штабам приходится не только нападать, но и постоянно отражать информационные атаки и выпутываться из кризисов. Как понять, что это не просто критика, а целенаправленная информационная атака? Есть несколько верных признаков. Такой чек-лист. Внезапно в соцсетях появляются десятки, а то и сотни однотипных комментариев, часто со свежесозданных аккаунтов. В этих комментариях нет логики, нет фактов, только чистые эмоции. И мир там всегда поделен на черное и белое, никаких полутонов. У профессионалов на этот случай есть четкий, отработанный протокол. Никакой паники, только холодный расчет.
Шаг 1. Мгновенно проверить факты. Шаг 2. Подготовить короткое и ясное опровержение с железобетонными доказательствами. Шаг 3. Максимально широко его распространить. И шаг 4, самый важный — принять стратегическое решение. Иногда, если фейк видит 3,5 человека, лучшая реакция — это полное молчание, чтобы не делать ему рекламу. И, само собой, безопасность. В наше время это вообще основа основ. Одна утечка данных, один взлом почты, и вся компания может пойти ко дну. Поэтому никаких общих паролей вроде «Кандидат 2024». Только сложные, уникальные пароли для каждого сервиса. Обязательно двухфакторная аутентификация. И доступ к важным файлам строго по принципу «нужно знать». Ну и, наконец, последняя, 4-я часть. За всеми этими данными, стратегиями и технологиями ведь стоят живые люди. Кто они и с какими порой очень непростыми моральными дилеммами им приходится сталкиваться каждый день? В центре любой компании, как правило, есть такая святая троица. Менеджер — это, по сути, гендиректор, который отвечает за деньги, людей и все операции. Главный стратег — это мозг компании. Он придумывает ключевые идеи и смыслы. Ну а пресс-секретарь — это голос, который доносит все это до журналистов и избирателей. А теперь давайте представим себе ситуацию. Приходит кандидат и говорит: а давайте-ка мы запустим ролик, где скажем, что наш оппонент украл 1 миллион. При этом никаких доказательств нет. Это реальная этическая проверка на прочность для стратега. Ведь сказать «нет» своему боссу, да еще и в разгар битвы, ой, как непросто. Так как же профессионал говорит «нет»? Есть несколько отработанных приемов. Первый — апеллировать к фактам и рискам. Сказать «нас затаскают по судам, и репутация пострадает». Второй — предложить лучшую альтернативу. Например, вместо этой сомнительной атаки давайте лучше расскажем о наших успехах. Ну и третий, самый жесткий вариант — провести красную черту и сказать «я не могу участвовать во лжи. Если мы это делаем, то без меня». И вот когда мы видим всю эту гигантскую машину, от фокус-групп до анализа данных, от психологии до управления кризисами, вся она служит одной единственной цели — повлиять на решение конкретного человека в кабинке для голосования. И это подводит нас к главному финальному вопросу. Когда технологии убеждения стали настолько изощренными, что на самом деле значит наш выбор? Что значит просто поставить галочку в бюллетене? Отличный повод для размышлений. На этом все.